Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал обзоров крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши пожелания, за ваше участие в жизни канала. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Именно с такой палитрой мы давно-давно работали. Ну и с новым узорчиком. Новички, кто еще не знает, что это за ниточки, знакомьтесь. Называются они Alize Angora Gold Simli. Идем дальше. В моточке здесь находится 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлическая ниточка. Видите, как переливается? За счет металлической ниточки. И нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу все время вяжу троечкой, ну именно под свою плотность вязания. Вы в свою очередь берете свою пряжу, не только такую, которую показываю я. Самое главное, правильно подбирайте крючок под свою пряжу, чтобы у вас все получилось. Пока не забыла, девчата будут писать, спрашивать номер цвета, номер 71. Он такой серо-сиреневый. На камеру передается немножечко не так, но очень-очень красивый, очень нежный. И необычный цвет. Передать именно как-то невозможно его словами. Ну что, свяжем? Итак, смотрите, вот ниточка поближе. Для новичков специально показываю. Если ее немножечко раскрутить, видите, она вот 3 ниточки получается. Металлик, акрил и шерсть. За счет маленьких ворсиночек от шерсти крючок может цепляться, да, поначалу. То есть новички, не берите сразу же тоненький крючок, берите чуть потолще, чтобы у вас не цеплялись, получается, вот эти ворсиночки. И как работать с данной пряжей. Заранее просчитывайте, что вы будете вязать, в каком количестве, потому что если ошибетесь, расплатить будет очень сложно. Возможно, но сложно. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 4 петельки. Я наберу 6 раппортов, это получается 24 воздушные петельки. И я еще хочу по краям сделать по 3 столбика, получается, ну как бы кромочные назовем их, да, то есть еще 6 дополнительных столбиков. 24 плюс 6 получается 30 воздушных петелек набираю я, а вы в свою очередь набирайте сколько вам удобно. Угу. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации, и при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 30 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот мой будущий образец. Далее делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И вот так вот ваша задача по порядку в каждую петельку цепочки провязывать столбик с накидом. Первый ряд всегда провязывается чуть медленнее, поэтому сильно не тушуйтесь. Аккуратненько, самое главное, не пропустите петельку, да, и не провяжите лишнего. Сами себя контролируйте. Подсчитывайте количество столбиков, которые вы провязываете. Оно должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Я, получается, набрала 30 воздушных петелек, значит, у меня получится 30 столбиков с накидом. Самое главное, первый вот этот вот столбик, да, имитация столбика, 3 петельки подъема. Мы считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте до конца самостоятельно, да, столбики с накидом, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. В следующий столбик провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Накид. В следующий столбик по порядку провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. И вот вместе с 3 петельками подъема у нас получается 3 столбика с накидом. Так мы будем начинать и заканчивать каждый ряд.
А дальше смотрите внимательно. Накид. Следующий столбик по порядку нырнули, вытянули ниточку, подтянули до высоты столбиков, но не провязываем, держим на крючке. Раз. Накид. Точно так же сюда же нырнули, вытянули ниточку, подтянули. 2. Накид. Точно так же сюда же. 3. Накид. Точно так же сюда же. 4. Накид. Точно так же сюда же. 5. Теперь мы будем провязывать все вот наши петельки и накиды по 2 петельки. То есть накид и петельку, да? Итак, смотрите. Захватили ниточку и четко по 2 петельки. Раз, два. Дальше следующие 2 петельки. Вот. Одна петелька на крючке и накид и петелька, которую мы с вами делали. Опять захватили ниточку и провязали. Раз, два. Ну и петелька на крючке будет третья. Поняли, да? Дальше опять 2 петельки. Захватили ниточку на крючке и 2 петельки. Оп. Итого 3. Поняли, да? Дальше опять захватили, петелька на крючке и 2 петельки, которые мы с вами набирали. Накид. И опять точно так же провязали. И у нас остаются 2 петельки. Провязали их вместе. Таким образом мы с вами сделали, получается, провязали так 5 раз. Раз, два, 3, 4, 5. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Возвращаемся вот под наши воздушные петельки. Нырнули. Провязали столбик без накида. Считаем. Раз. Дальше вот между нашими петельками, видите, вот сюда ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. 2. Опять между петельками ныряем вот в эту арочку, провязываем столбик без накида. 3. Опять ныряем между петельками, вытягиваем ниточку, столбик без накида. 4. И 5 раз опять между петельками нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. 5. В итоге у нас вот что получается. Идем дальше. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. В 4 нырнули и провязали столбик без накида. Видите, у нас получается наш этот веерочек, интересно, такой оригинальный, наклонился в бок. Дальше смотрите, сделали воздушную петельку и подтянули ее чуть-чуть. Держим на крючке. И опять начинаем сюда же набирать 5 петелек, 5 накидов. Накид, нырнули. Раз. Накид, нырнули. 2. Накид, нырнули. 3. Накид, нырнули. 4. И накид, нырнули. 5. Теперь точно так же возвращаемся обратно, провязываем по 2 петельки. Захватили ниточку и 2 петельки аккуратненько провязали. Раз. Дальше точно так же опять 2 петельки и петелька на крючке. Итого 3 вместе. Оп, провязали. Опять 2 петельки, 3 на крючке. Оп, вместе провязали. Это у нас уже 3. Опять 2 петельки, 4 и 2 петельки, 5. 2 петельки вместе провязали. Вот, опять вот такой интересный веерочек. Дальше 3 петельки воздушные. Раз, два, 3. И вот возвращаемся, вот получается, под наши воздушные петельки, нырнули, провязали столбик без накида. И дальше получается также шагаем между нашими вот этими вытянутыми петельками. Столбик без накида 2, столбик без накида 3, столбик без накида 4 и самый последний столбик без накида 5. Вот, видите, какая картина получается. Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. И в 4 нырнули, провязали столбик без накида. Как вам? Здорово? Еще раз вместе провяжем. Воздушная петелька, подтянули, накид. Сюда же вернулись раз, сюда же вернулись 2, сюда же вернулись 3, сюда же вернулись 4, сюда же вернулись 5. Возвращаемся по 2 петельки аккуратненько. Накид. Оп, провязали 2 петельки. Захватили, вернее, ниточку, да? И провязали петельку на крючке и 2 петельки
вместе, которые набирали. Захватили ниточку, петелька на крючке и 2 петельки, которые вместе набирали. Захватили ниточку, петелька на крючке и 2 петельки вместе. И 5-й раз точно так же и 2 петельки, поставшиеся вместе. Угу. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот сюда под наши воздушные петельки вернулись, провязали столбик без накида 1. И теперь будем шагать между петельками. Столбик без накида 2, столбик без накида 3, столбик без накида 4 и столбик без накида 5. Угу. Дальше 3 столбика пропустили. 1, 2, 3. В 4-й нырнули, провязали столбик без накида. И так далее до конца ряда, сколько у вас непосредственно вы набрали петелек в цепочке. Договорились? Все, не сложно, не сложно. Если что, перематывайте чуть-чуть назад, пробуйте, экспериментируйте с разной пряжей. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот такие интересные зубчики получаются. И присоединили, получается, вот этот наш веерочек столбиком без накида. Теперь для того, чтобы выровнять высоту нашего края, делаем 2 петельки подъема. Поняли, да? То есть столбик и 2 петельки воздушные. Ну, как бы сымитировали столбик с накидом. Далее накид в следующий столбик провязываем столбик с накидом. И в следующий, получается, 3 петельки подъема, то есть имитация столбика, да, с накидом. В 3-ю петельку провязываем столбик с накидом. Итого у нас получается, что мы закончили ряд, вот, 3 столбика с накидом. Точно так же, как и начинали. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Далее накид. В следующий столбик, по порядку, в следующий столбик провязываем столбик с накидом. То есть мы начинаем ряд опять 3 столбиками с накидом. И в следующий, получается, помните, набирали, да, 2 воздушные петельки. Так вот, в последнюю воздушную петельку аккуратненько беремся и провязываем столбик с накидом. Итого у нас получается 3 столбика с накидом, как мы и говорили. Начинаем ряд и заканчиваем 3 столбиками с накидом. Вот такая картина получается. Далее, что мы делаем? 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Перепрыгиваем весь наш веерочек вот этой вот капельки, которую мы делали. В эту капельку нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять перепрыгнули весь наш вот этот вот веерочек интересный. И в капельку провязали столбик без накида. Все, видите, мы как бы, получается, выравниваем по верхушкам наш ряд. То есть у нас здесь были, видите, как бы зубчиками, а сейчас мы выравниваем. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять вот в эту капельку провязываем столбик без накида. Поняли, да? И все, и вот так вот шагаем до конца ряда. Ничего сложного вообще нет, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши воздушные петельки, выровняли, получается, краешек нашего ряда. И заканчиваем ряд, как мы договаривались, да? 3 столбика с накидом. Здесь ничего сложного. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и в 3-ю петельку подъема предыдущего ряда тоже столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Здесь я уже не останавливаюсь. Вы знаете, да, что мы здесь провязываем. Еще 2 столбика с накидом, чтобы у нас получилось 3 по краешкам. Вы можете, конечно, делать больше. Вы можете делать 5, 7, 10. Может быть, у вас это будет палантин, там красивый, да? То есть на ваше усмотрение. Дальше смотрите. Там, где у нас был столбик без накида, мы нырнули в него и провязали столбик с накидом. Есть. Далее, смотрите, у нас идет арочка из 3 воздушных петелек. Мы ныряем в арочку и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. То есть 3 воздушные петельки, над ними 3 столбика с накидом. Угу. Далее опять столбик без накида над капелькой, провязываем столбик с накидом. Есть. Видите?
То есть ваша задача полностью весь ряд провязать столбиками с накидом. Единственное, что какой момент. Если у вас позволяет зрение пряжа крючок, то вы можете провязывать не в арочку столбики с накидом, да, как я у многих узорчиках говорю, а непосредственно в петельку. То есть вы вот так вот в петельку ныряете и провязываете столбик с накидом. Это, конечно, более трудоемко, более, так скажем, медленно, да, и, ну, зато, мне кажется, будет намного аккуратнее. Если по вас как бы такая пряжа и такой крючок, чтобы вы не ломали глаза. Если же крючок тоненький, да, пряжа тоненькая, то слишком не напрягайте зрение, да, и провязывайте в арочку, так скажем. Сейчас покажу вам, что в итоге получается. Сравним. Вот, и столбик без накида, в него тоже провязываем столбик с накидом. То есть вот, если вы внимательно посмотрите, вот мы провязали в арочку, видите, нижний край как бы такой рыхловатый. А вот мы провязали в петельку. Мне кажется, так все четко, и мне кажется, так более красиво. Ну, смотрите, как хотите. Итак, провязываем весь ряд полностью столбиками с накидом, в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Провязали мы до конца ряда. И теперь смотрите, делаем одну воздушную петельку подъема, поворот, и сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. В следующий столбик точно так же столбик без накида. И в следующий, и во все последующие узоры на всем ряду мы провязываем столбиками без накида. Наша просто задача, мы должны вернуться на начало этого ряда, видите, чтобы опять начать провязывать вот такие же интересные веерочки. Если вы этими столбиками не провяжете, вы можете провязывать, уже начинать вот эти вот веерочки, только они у вас будут смотреть уже в другую сторону. Поняли? Поэтому можете поэкспериментировать. Ну, а я вернусь на начало предыдущего ряда, чтобы у меня все веерочки смотрели в одном направлении. Поэтому здесь у нас может быть ряд столбиками без накида, столбиками с накидом на ваше усмотрение. Полоска может быть пошире, может быть полустолбики с накидом. То есть это уже как вы, как дизайнер, решите. В общем, возвращаемся вот сюда, до конца ряда получается. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала ряд столбиками без накида. Так. Далее мы провязываем точно так же, как мы провязывали с веерочками. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И сюда же провязываем, да, вот наши еще 2 столбика с накидом, как мы договаривались. То есть мы начинаем и заканчиваем 3 столбиками с накидом. А потом провязываем вот наш веерочек. Итак, для начала делаем накид, нырнули в следующий столбик, вытянули ниточку, подтянули до высоты наших столбиков, держим на крючке. Считаем. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. 4. 5. И точно так же провязываем. Возвращаемся по 2 петельки. Захватили ниточку, 2 петельки провязали аккуратненько. Дальше опять захватили ниточку, петелька на крючке и 2 петельки, которые мы с вами набирали. Захватили ниточку, 2 петельки, захватили ниточку, 2 петельки, захватили ниточку, 2 петельки и 2 последние петельки. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять возвращаемся вот между нашими вытянутыми петельками, провязываем по столбику без накида. Столбик без накида раз, столбик без накида 2, столбик без накида 3, столбик без накида 4, столбик без накида 5. И присоединяем наш столбик. Раз, два, три столбика пропустили. Вот к 4 столбику. Оп. Все. Поняли, да? И мы теперь с вами будем провязывать точно такой же ряд вот с нашими вот этими веерочками. И они у нас будут смотреть все в одном направлении. Понятно? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встретимся. Посмотрим, что в итоге получается. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда, еще одни зубчики готовы, все ровненько, аккуратненько. И я, получается, закончила ряд, как мы с вами в прошлый раз вязали, да? Получается, сделали здесь столбик без накида, 2 воздушные петельки и 2 столбика с накидом. Я уже перевернула и уже опять провязала 3 столбика на начало ряда. Теперь мы с вами выравниваем, да, наш, получается, краешек, чтобы он был ровненький. 3 воздушные петельки, раз, два, три. И далее вот мы
беремся за нашу капельку, так, в серединку проводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки, опять перешагиваем до нашей капельки, в центр капельки провязываем столбик без накида. Все, и вот так вот шагаем до конца ряда. Здесь вообще ряд несложный, помните, да? Все, давайте. Вот таким вот образом мы ныряем, провязываем, и наш краешек выравнивается, видите? Все, самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот у нас по итогу что получается. Вот мы выровняли наш краешек ровненько, аккуратненько. Закончили мы ряд, получается, точно так же 3 столбика с накидом. И я уже провязала следующий ряд, повернула, да? Провязала еще 3 столбика с накидом, чтобы вас вот не отвлекать. И далее, вспоминайте, мы провязываем весь ряд полностью столбиками с накидом. То есть 3 наших кромочных столбика. Далее в столбик без накида предыдущего ряда столбик с накидом. Там, где у нас была арочка из 3 воздушных петелек, договорились, да? Либо вы в арочку провязываете 3 столбика с накидом, либо в петельку. В петельку чуть помедленнее, да, но чуть, мне кажется, поаккуратнее. Все, 3 столбик с накидом. И опять столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. То есть у нас весь ряд представлен столбиками с накидом. Понятно? Все, вот точно как здесь. Все, давайте до конца ряда столбики с накидом. Несложно, у вас получится. Так, смотрите, провязали столбики. Красота, красота. Далее я делаю воздушную петельку, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика провязываю столбик без накида. И я буду провязывать весь ряд столбиками без накида. Вы, в свою очередь, можете повторять точно так же столбики без накида. Можете столбики с накидом, да, чтобы узорчик побольше был, быстрее вырос. Полустолбики с накидом, либо можете вообще столбики не провязывать. То есть данный ряд я делаю для того, чтобы вернуться опять сюда же, и чтобы у меня веерочки дальше смотрели в одну сторону. Вы можете с этой стороны уже начать провязывать веерочки, они у вас будут смотреть в другую сторону. Все, ничего сложного. То есть вы дизайнер, вы решаете, как провязываете. Итак, я провязываю до конца столбики без накида, и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот провязали столбики без накида, все ровненько, аккуратненько. И заканчиваем ряд 3 столбика с накидом. 3 столбика с накидом следующего ряда я уже провязала. Так, и далее у нас будет следующий ряд опять наши вот эти вот интересные вот такие треугольнички, веерочки. Поняли, да? То есть все, мы уже с вами провязали вертикальный раппорт узорчика, уже повторили его. Раз, два, три, 4, 5. И точно так же, как вы провязывали до этого, возвращаемся обратно по 2 петельки. Аккуратненько по 2 петельки. Петелька на крючке и 2 петельки, которые мы сами набирали. 2 петельки. У нас здесь 3 петельки, да? Да. 2 петельки. 2 петельки. 2 петельки и 2 петельки. И точно так же 3 воздушные петельки, вернулись и провязали столбик без накида 1, между нашими большими такими вытянутыми петельками 2, 3, 4 и 5. Раз, два, три. К 4 столбику присоединили. Все, поняли, да? То есть вот на что по итогу получается. То есть вначале у нас тут 2 рочки, потом мы выравниваем ряд воздушными петельками, столбики с накидом, столбики без накида, 4 ряда. И так вот вы повторяете до нужного вам размера и посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такой получается узорчик. Интересный, необычный. Узорчик двусторонний, поэтому выбирайте любую сторону, такая у вас будет лицевой. Ну и получается, потому что он двусторонний, идеальный, например, для палантинов, да? Ну, например, из данной пряжи. Если это будет летняя пряжа, например, то это будет интересная парео, да, туничка. Опять же, не забывайте, что вы можете поворачивать узорчик, он у вас может быть таким вот вертикальным.
Вы можете переворачивать узорчик, у вас могут быть веерочки, смотрите, вот таким вот образом, как бы на ножке стоять, да? То есть пробуйте, экспериментируйте, вяжите из любой пряжи, зимняя, демисезонная, летняя. Если, возможно, вы уже вязали что-то данным узорчиком, то пишите обязательно в комментариях, что вязали, с какой пряжи, что получилось. Потому что я этот узорчик не видела, буквально недавно я его увидела. Мне он очень понравился, решила показать вам именно из этой пряжи. Как вам? Здорово? Смотрите, в моем случае вот так вот, ну, чуть-чуть тянется, да? Вот так вот тянется получше. Вот. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Итак, набирали, получается, 31 воздушную петельку. Если моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, получается вот 15 сантиметров. У всех может быть разная пряжа, разная плотность вязания, разный крючок, поэтому замеряйте обязательно. И тут получается у нас веерочек выровняли, веерочек, да, это 2 ряда, столбики, и еще столбики с накидом, столбики без накида. Это 4 ряда. То есть получается раппорт 4 ряда. Раз, два, три, это получается 12 рядочков. И самый первый ряд это 13. Так, в моем случае это получается, вот, смотрите, 13 сантиметров. Здорово? Я думаю, что здорово. Обязательно пробуйте, повторюсь, из любой пряжи и пробуйте направление веерочков. Могут у вас смотреть в одну сторону, могут смотреть в разные стороны. То есть пробуйте. Здесь у вас между веерочками могут быть столбики с накидом, столбики без накида. Тоже смотрите, как вам больше нравится. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите мои плейлисты. Очень много видео. Собраны небольшие коллекции. Находятся данные плейлисты на главной странице канала. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.